Андрей остановил машину перед своим новым домом на Кленовой улице. Весенний ветер нежно покачивал ветви деревьев, создавая причудливую игру света и тени на свежевыкрашенном белом заборе. Это был его первый дом, небольшой, но уютный коттедж в тихом пригороде, куда он переехал после 10 лет жизни в шумном мегаполисе. Не успел он выгрузить первые коробки из багажника, как услышал приветливый голос. «Добро пожаловать в наш район. Я ваш сосед, Сергей». Перед ним стоял подтянутый мужчина лет 45 с открытой улыбкой и внимательными карими глазами. «Давайте помогу с вещами». В последующие недели Андрей с удивлением наблюдал, как Сергей, казалось, был везде и всюду. Утром он помогал пожилой миссис Ивановой донести тяжелые сумки с продуктами, днем чинил велосипед соседским детям, а вечером выгуливал собаку семьи Петровых, пока те были в отпуске. «Вам крупно повезло соседам», — говорила ему Марина Степановна, владелица местного цветочного магазина. «Сергей просто золото. В прошлом месяце, когда у меня сломалась машина посреди трассы, он приехал в 2 часа ночи и починил ее. Даже денег не взял». Первые странности Андрей заметил спустя 3 месяца после переезда. Все началось с мелочей. Несмотря на кажущуюся открытость, Сергей никогда не приглашал никого в свой дом. Даже когда соседи устраивали барбекю или праздники, он всегда находил вежливый способ отказаться от ответного приглашения. Затем были ночные отлучки. Иногда, страдая бессонницей, Андрей видел, как в 3 или 4 часа утра машина Сергея бесшумно выезжала со двора, чтобы вернуться перед рассветом. На следующий день сосед выглядел как обычно, бодрым и приветливым, объясняя свои ночные поездки помощью старым друзьям, попавшим в беду. Особое беспокойство у Андрея вызывала клумба в дальнем углу сада Сергея. В отличие от остальных ухоженных растений, эта часть участка выглядела неприметно, просто участок земли с редкими цветами. Однако Сергей уделял ей непропорционально много внимания, поливая каждый день, независимо от погоды. Когда Андрей попытался поделиться своими наблюдениями с другими соседями, его слова встречались с недоверием и даже легким раздражением. «Ты просто его не знаешь так, как мы», — говорили они. «Сергей — душа нашего района». В ту ночь Андрей проснулся от глухого стука. Часы показывали 2 часа 47 минут. Выглянув в окно, он увидел Сергея, который грузил что-то тяжелое в багажник своей машины. В тусклом свете уличного фонаря предмет напоминал большой сверток, завернутый в темную ткань. Сердце Андрея колотилось как безумное. Он должен был что-то предпринять, но страх парализовал его. Когда машина Сергея скрылась в темноте, он еще долго стоял у окна, пытаясь убедить себя, что всему есть разумное объяснение. На следующее утро, дождавшись, когда Сергей уедет на работу, Андрей перелез через забор. Клумба выглядела как обычно, но земля была недавно потревожена. Начав копать, он вскоре наткнулся на полиэтиленовый пакет. Внутри оказались документы, паспорта, кредитные карты. Все на разные имена. Под ними лежали личные вещи, часы, кольца, фотографии. Некоторые предметы были датированы несколькими годами ранее. Полиция прибыла через час после звонка Андрея. К вечеру тихая улица превратилась в место преступления. Криминалисты в белых костюмах методично исследовали каждый сантиметр участка, а из земли извлекали все новые и новые улики. Сергея нигде не могли найти. Его телефон был выключен, а машину обнаружили брошенной в 50 километрах от города. В ходе расследования выяснилось, что за последние 7 лет в радиусе 100 километров бесследно исчезло более 10 человек. Все они последний раз были замечены в районах, где в то время проживал Сергей. В течение следующих месяцев тихий пригород превратился в центр внимания национальных СМИ. Журналисты наводнили улицы, пытаясь взять интервью у каждого жителя. Особенно их интересовали истории о том,
как Сергей втирался в доверие к своим жертвам. Полиция обнаружила, что его настоящее имя не Сергей, и что за последние 15 лет он использовал не менее 7 различных личностей. В каждом новом месте он следовал одной и той же схеме, становился образцовым соседом, завоевывал доверие местных жителей, а затем... Марина Степановна, владелица цветочного магазина, слегла с нервным срывом, когда узнала, что ее сломавшаяся машина не была случайностью. Эксперты обнаружили следы умышленного повреждения тормозной системы. Он специально предложил помощь. Он мог, она не могла закончить фразу, содрогаясь от рыданий. При детальном обследовании дома Сергея криминалисты обнаружили тщательно замаскированный люк в подвал. Лестница вела в небольшое помещение, оборудованное современной техникой для наблюдения. На мониторах отображались записи с миниатюрных камер, установленных по всему району. На стенах висели фотографии жителей с пометками. Некоторые были перечеркнуты красным крестом. Рядом с каждым снимком детальные записи о распорядке дня, привычках, слабостях. Андрей с ужасом узнал и свою фотографию, под которой было написано «Наблюдательный». «Опасен. Требует особого внимания». Через 2 месяца после исчезновения Сергея в полицию обратилась женщина из другого города. Она узнала его на фотографиях в новостях. 10 лет назад он жил по соседству с ней, представляясь Михаилом, и также был душой района. После его внезапного переезда пропала ее младшая сестра. Дело так и осталось нераскрытым. Следователи начали получать похожие сообщения из разных уголков страны. Картина преступлений становилась все более чудовищной. За фасадом идеального соседа скрывался один из самых методичных серийных преступников последних десятилетий. Спустя полгода Андрей получил еще одно письмо. Внутри была только фотография. Сергей, улыбающийся в камеру на фоне какого-то европейского города. На обратной стороне снимка было написано «Спасибо, что научил меня быть осторожнее. До новых встреч, старый друг». Андрей немедленно передал письмо следователям, но ни отпечатков пальцев, ни других зацепок найти не удалось. Письмо было отправлено из Праги, но к моменту, когда эта информация дошла до чешской полиции, след уже простыл. Прошел год. Жизнь в пригороде постепенно возвращалась в нормальное русло. Новые жильцы въехали в дом Сергея, предварительно полностью перестроив его. Клумбу забетонировали, разбив на ее месте детскую площадку. Андрей часто думал о том, сколько еще идеальных соседей живет среди нас, скрывая темные тайны за приветливыми улыбками. Каждый раз, встречая нового человека, он не мог отделаться от мысли «А что если?». Из заключения психиатра. Субъект демонстрирует исключительные способности к социальной мимикрии и манипуляции. Его методы говорят о высоком интеллекте и детальном планировании. Особенно тревожным является тот факт, что он не просто скрывался среди людей, он стал тем, кого они больше всего хотели видеть рядом с собой. Идеальным соседом. А где-то в новом тихом пригороде другого города приветливый мужчина средних лет помогает пожилой соседке донести тяжелые сумки с продуктами до дома.